6 августа Украина предприняла наступательные действия на территорию России в Курской области. Изначально можно было подумать, что это очередной рейд для отвлечения внимания, как это было ранее при участии российских формирований на стороне Украины. Но в отличие от тех атак, где практически каждое действие сопровождалось освещением в соцсетях со стороны участников, в этот раз украинская сторона придерживалась абсолютному молчанию. И когда Россия начала публиковать свои кадры ударов по украинским войскам, стало ясно, что это не просто рейд, поскольку в нем участвует большое количество войск, в том числе западная бронетехника, такая как немецкие БМП Мардер и танки Леопард, американские БТР Страйкер, а также различные машины разминирования, а вся группировка прикрывается системами ПВО, в том числе установками БУК, одну из которых российским войскам удалось уничтожить. При этом известно о уничтожении 3 российских вертолетов, включая 2 К-52. Сегодня утром стало известно о уничтожении еще одного К-52. Украинским силам довольно быстро удалось пройти российские линии обороны, поскольку на тех не было достаточного количества войск, чтобы сдержать сконцентрированный удар с использованием бронетехники. Российские войска быстро начали отступать вглубь или же пытаться укрыться в населенных пунктах, а украинские передовые соединения не задерживались на их уничтожении, а двигались вперед, дабы увеличить зону контроля и создать хаос в российских рядах. Впоследствии с оставшимися войсками разбирался второй эшелон наступления ВСУ. В основном российские войска предпочитали сдаться сразу большими группами, что подтверждается кадрами. Среди сдающихся оказалось большое количество российских срочников, которых Путин обещал не использовать в войне, но российские генералы активно расставляли их вдоль границы, где все время велись боевые действия, пусть и с куда меньшей интенсивностью. Сдача в плен для них единственное правильное решение, ибо противостоять со стрелковым оружием тяжелым механизированным частям у них не было бы никакого шанса. А для Украины это важный обменный фонд. Тот факт, что данная украинская атака застала русских врасплох, подтверждает то, что тяжелая российская техника не была развернута, и танки уничтожались на тралах. А для ударов по украинской бронетехнике использовались дорогие и дефицитные ракетные комплексы «Искандер» вместо артиллерии. Также для сдерживания украинского наступления активно применялись дроны. Тем не менее, спустя 3 дня от начала операции украинские войска сумели продвинуться на глубину в более чем 30 километров сразу в нескольких направлений, из которых можно выделить 3. На запад от Суджи украинские войска двигаются в сторону Рыльска, и бои сейчас идут на половине пути в районе города Коренево. В случае успеха тут, украинским войскам удастся отрезать значительную территорию Курской области и выровнять фронт. Вполне возможно, для этого будет предпринята атака украинских войск с другой стороны, дабы сомкнуть клешни. Второе направление движения украинских войск – Льгов. На данный момент бои идут тут, в районе Кромских быков. Захват Льгова позволит перерезать важные логистические маршруты в регионе, поскольку там находится узловая станция, а также это открывает дорогу на Курскую АЭС. И третье направление со стороны Суджи на Курск. Тут продвижение на данный момент наименьшее, и, вероятно, это вспомогательное направление, поскольку у Украины сейчас нет сил захватить столь большой город. Сейчас российское командование отчаянно пытается собрать войска, дабы остановить украинское продвижение, перебрасывая силы с различных направлений. Но в хаосе и неразберихе украинцам удается подлавливать колонны российских войск, нанося по ним болезненные удары. Так, на подступах к Рыльску вчера с помощью РСЗО «Хаймарс» была разбита российская колонна из 14 грузовиков с личным составом. Счет убитых российских военных идет на сотни, и на данный момент это является одной из самых больших разовых потерь российских войск, которая попала на кадры. Данный удар
стал возможен благодаря гению Владимира Путина, который решил повторно напасть на Харьковскую область в мае 2024 года, и в результате чего Запад разрешил бить подобным оружием по территории России. Также, в канун атаки на Курскую область, удару БПЛА подвергся военный аэродром в Липецке, где был уничтожен склад боеприпасов, о чем подтверждают кадры с вторичной детонацией и спутниковые снимки. Сейчас можно констатировать, что как бы ни закончилась операция, она уже стала успешной для Украины и перевернула шахматную доску, загнав Россию в тяжелую ситуацию. Моральный дух украинцев высок, как никогда. Россияне вынуждены перебрасывать войска с других направлений, а потерянная территория РФ может стать серьезным аргументом Украины на возможных переговорах. Спасибо за просмотр, поддерживайте видео лайками, подпиской и комментарием. Также становитесь спонсором канала на YouTube и Patreon.